Всемку, вы находитесь... Так, а ну пшел отсюда. Ладно, давайте в последний раз. Меня зовут Хевниш, я веду канал уже больше 2 лет, и золотая жила, которую я нашел, это FNAF World. Залетев на челленджах по этой игре, через время я начал экспериментировать над контентом, что вышло не совсем удачно. Но теперь я возвращаюсь во FNAF World и к тяжелым наркотикам с готовностью представить вам ремейк того ролика, с которого все началось. Но сейчас мы будем не просто перепроходить игру только с медведями, а еще и на самой тяжелой сложности. А перед тем как я продолжу, сделай мне одолжение. Зайди в мой телеграм-канал и в телеграм-чат. Вот там точно самые добрые люди. И давайте сначала с правил. И, кстати, да, вы, наверное, уже успели заметить, что теперь я начал вставлять самого себя в видео. И, напишите в комментариях, что вы думаете насчет этого. Вначале я выберу только 2, а чтобы не использовать оставшихся, буду просто френдзонить их на клавишу R. Да и все, в принципе, я вообще по приколу добавил пункт про правила. Запускаем FNAF World. О боже, почему у меня здесь 33 часа? Создаем новый слот и выбираем единственных 2 Мишка Фредди. Итак, добро пожаловать... О, Хевниш, давно тебя не видел здесь. Интересно, какой новый челлендж ты придумал? При заходе я сразу же забрал золотой сундук. Ни хреново повезло так. А вот с чем мне не повезло, так это с решением начать этот челлендж. Ведь одна маленькая крыса-шестеренка, наверное, смогла в соло вынести 8,5 персонажей. Но хотя бы смогли отпинать одного горшка. Как говорится, один за всех, все на одного. Эй, Хевниш, а ты же не забыл, что Дарк – прародитель и твой главный вдохновитель на челлендже по FNAF World? Отблагодари его потом как-нибудь. Заходим во 2-ю локацию и наконец-то получаем фантомного Фокси. Спасибо, игра была очень полезна. Но я зато ему так понравился, что он решил не отпускать меня. Забираем наш первый чип, который не очень сильный и почти ничего не делает. Кстати, его в детстве не любили родители, и вообще он никому... Как дела? Но от жалости я, так уж и быть, возьму его. После того, как я провел киберспорт турнир по рыбалке, я купил еще одну пчелку. Симулятор пчеловода. Кстати, я тут еще минут 20 потратил на проверку того, на правильной ли я сложности играю. Если вы не знаете, как выглядит паранойя, то вот наглядный пример. Из-за того, что у меня сейчас только 2 играбельных персонажа, и из-за того, что при босс-файтах я не могу менять перса, байты в соло тащили за меня. Как говорится, хэштег «Не мешайте байтам пройти игру». Слишком я сильно поднял свое самомнение после победы над авточипером и заслуженно сдох. Если я могу победить босса из 2-й локации, то хорошей идеей было бы убить босса из 3-й локации. Не, вот тут точно без шансов. Вот прям сейчас умру. Точно говорю. Блять. А ты помнишь FNAF World Reload? Столько шумихи устроил, игру все еще ждут, а ее нет. Возроди эту идею как-нибудь в будущем. И, ребятки, вы знаете, что это за время? Время спидрана ради чипа! Воу-воу! Да, я забыл, в какой челлендж играл и не смог выполнить последний шаг. Все же из-за моей невероятной удачи я все еще не выбил ни одного Фредди, так что придется гриндить. На следующий день я почти сразу же выбил самого себя, и да, я прекрасно помню, что говорил много плохого насчет Shadow Фредди в этой игре, а по итогу я буду использовать его почти все прохождение, ведь его атаки, оказывается, не такие и хреновые, хоть все еще бесполезны против боссов. После еще небольшого гринда я выбил Пепперпауф и, тут вот Фредди, да, вот нарисован, поэтому, ну как бы, ладно, я не возьму его. И да, наконец-то я выбил еще одного Фредди. Не лучший вариант, конечно, ну ладно.
Хотя бы я могу теперь полностью использовать свою команду. Оп, Фантом Фредди, в дом, все в дом. И да, тут могла бы быть реклама моего телеграм-канала, но она уже была в начале. Так что не, вы же хотите стать крутым ютубером и при этом остаться натуралом. К сожалению, это невозможно. Но зато у меня есть свой магазин, где вы можете купить превью, оформление, рекламу, уроки по монтажу и еще много чего. Ссылка сами знаете где. Да, я убил ребенка-таджика и горжусь этим. Какие-то вопросы? Ну так меня еще игра поощрила за это. Почему в реальной жизни не так? Привет снова. А ты помнишь старые камы? Да, тот самый чат твой. Раньше в нем было так лампово. Кстати, да, я вообще забыл рассказать о том, как все-таки убил Моденда. Но это не важно, мы там с ним все мирно обсудили, можете верить. Чуть-чуть гринда, и вот у меня уже в умении баскетболист. И херово так. Буба! 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 Кстати, да, я вообще забыл рассказать о том, как все... Блять, это я читал. Напомни тебе, когда ты делал видео раз в неделю или еще чаще. Было круто. Может, вернешь это и перестанешь отлынивать? Подписчики-то ждут. Отправляемся к свинке, и я не зоофил, и даже не фурии, так что просто убиваем ее. Ну, почти. Все-таки немного гринда никто не отменял. Кстати, вы, возможно, заметили, что у меня появился какой-то мифедрон в байтах. Это, если что, жемчужина. Объясняю. Я настолько задрочил рыбалку Диди, что получил его, и он будет меня немного хилить. Как же я обожаю нажимать на одни и те же кнопки в течение получаса. О, да, какой я крутой! Получая при этом эпилептические припадки и деградируя. Вот это я крутой, да, посмотрите на меня. Типичный Genshin Impact Enjoyer. Убиваем снеговика, так как я зол на них, ведь мне его прошлой зимой снесли за один день, хоть и так старался над ним. Получаем чип Neon Wall, который... среднестатистически блокирует примерно 50% от полученных увечий. Так что, это будет нам очень полезно. Но это так, на заметку, мои коллеги. Побеждаем других боссов, копим на байты, и для вашего понимания, следующая запись идет 3 часа. Я не помню, чем я там занимался, так как пишу сценарий спустя 2 месяца после самого прохождения. Но сейчас мы с вами и узнаем... ладно. Половину времени я просто оставлял на АФК бои. Ладно. Эй, а ты помнишь о том, что ты хотел и даже смог возродить FNAF World? У тебя было много последователей. Но затем ты забросил это дело, понимаю. Доходим до совы и... умираем? Что? На моей памяти это первый челлендж, где сова смогла сделать мне хоть какие-то проблемы. Причиной было то, что она жирная, прямо как мамаша Что? Кто это сказал? Ой, то есть у нее много здоровья, а у меня мало урона. Так что это скорее битва на истощение, где я спустя 2 минуты сражения, а это если что долго, умирал. Решение было лишь одно: увеличить свой урон, чтобы она не успела прикончить меня. Так что просто оставляю на АФК примерно на 2 часа, и в конце я уже выбил почти всех персонажей. Но меня интересует только кошмарный Фредберг, у него тоже небольшой урон. На накопленные деньги покупаю байт на защиту и побеждаю сову. Если что, против Анимдуда сражаться не буду. Против него у меня точно нету никаких шансов. И тем более, это не входит в условия челленджа. Ну, вот и конец этого видео. Надеюсь, дальше с твоим каналом и активом будет все хорошо. Главное, не забрасывай свой канал. И вы, подписчики, да, это я к вам обращаюсь. Подпишитесь, не будьте плохими, а то Димаджаст обидится. И вот таким вышел челлендж. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Передаю привет, точнее уже пока, Артемию Иванову, Дрейверу, Бухте Фокси, Млекси, Ивану Куренкову, Дауноиду, Мемному брату, Брони под именем Алекс 343245, Суслику 1220 и, конечно же, Войники нету. Ну а всем чешмиша!